Всем привет! Сегодня я вам покажу, как сделать 5 открыток за 5 минут. 5 минут каждая, конечно. Для начала нам понадобится беговальная доска и палочка для беговки. Возьмем лист плотной бумаги, на которой будем рисовать. Он у меня длиной 21 см и шириной 15 см. Вы можете взять спицу для вязания или непишущую пасту от ручки и точно так же пробеговать лист пополам. Это делается для того, чтобы сгиб внутри был красивый и ровный. Также я поступаю с остальными листами. Сегодня я делаю 5 открыток, поэтому бегу 5 листов. Складываю их пополам, и вот такие 5 заготовок у меня получаются. Приступим к нашей первой открытке. Для нее нам понадобится кусочек крафтовой бумаги, а также крышка от стеклянной баночки. Я приклеила на нее пластиковую крышечку, чтобы было удобнее держать. Также нам понадобится акриловая краска, у меня она белого цвета. Наношу краску достаточно толстым слоем на края крышки. Вот так должно получиться. Прикладываем крышку к крафтовому листу, и получается вот такой замечательный круг. Повторяем все то же самое еще раз. И заготовка для нашей открытки уже получилась. Теперь оставляем ее высыхать. Через несколько минут, когда краска высохла, берем черную гелевую ручку или, как в моем случае, черный лайнер. Рисуем неровную линию. Это будет веревочка, на которой висит наш шарик. А также рисуем бантик. В углу как раз осталось место для поздравления. Я пишу Happy New Year! Счастливого Нового года! Осталось приклеить крафтовый лист на белую основу. Я делаю это с помощью прозрачного клея Момент. И вот наша первая открытка готова. Приступаем ко второй. Вот такая прекрасная елочка у нас получится. Ее я буду делать также на крафтовом листе. Для начала нарисую елочку. Сверху я отмерила 3 см и по бокам по 5 см, то есть нашла середину. Снизу по бокам я отмерила по 2 см и от нижнего края 3 см. И получился треугольник. Теперь я беру иголку и пробиваю отверстие. Отверстие делаю только по боковым сторонам, основание не трогаю. Доску для беговки взяла для удобства, но по итогу оказалось, что гораздо удобнее делать это на весу. После того, как все отверстия пробиты, самое время стереть карандашные линии. Теперь нам понадобится иголка и все цвета зеленого, которые у вас есть. Я беру самый красивый зеленый, отрезаю примерно 60 сантиметров, вставляю иголку в отверстие в правом нижнем углу. И дальше шью в абсолютно рандомном порядке. Теперь я дошла до конца, и нитку нужно закрепить. Отрезаю излишки, беру второй понравившийся цвет зеленого и повторяю все то же самое.
Дошиваю до верхушки. И снова закрепляю нить. И заключительный третий цвет я беру светлее. Все, результат мне понравился. Нитку закрепляю и обрезаю. Мне кажется, елке не хватает блеска, поэтому беру золотую мононить, складываю ее в 4 раза и вышиваю звезду. Сначала делаю 5 отверстий, чтобы потом было удобнее вышивать. Мононить очень капризна в использовании, поэтому закрепите ее трижды, чтобы точно никуда не убежала. И остается промазать все узелки клеем и приклеить нашу заготовку на белую основу. Я хочу подписать свою открытку и написать «Будь счастливым», «Be happy». И ура, вторая открытка готова! Теперь еще более простой, третий вариант открытки. Для нее нам понадобится малярная лента, а также белая основа. Нужно поставить 3 точки для треугольника, так же как и в прошлом случае. Теперь все 3 точки нужно соединить малярной лентой. На запасном кусочке бумаги проверьте, чтобы малярная лента хорошо отклеивалась. Для этой открытки нам понадобится акварель. Я возьму все оттенки зеленого и немного коричневых. И теперь всеми цветами зеленого я ставлю хаотичные полоски на своем трафарете. Нужно сделать так, чтобы белого фона не было видно. За кадром я еще добавила немного белого. И после того, когда елочка высохла, самое время отрывать скотч. И, конечно, не забудьте теплое пожелание. Я напишу Merry Christmas. Елочку можно оставить так, она будет смотреться более лаконично. А можно добавить красную верхушку и красные шарики. Готово! Теперь открытка под номером 4. И снова елка. Макаем кисточку в зеленую акварель. Для начала я беру самый яркий зеленый. Это будет подложка. И рисую полоски. Это будут ветки. Теперь беру цвет потемнее и заполняю пространство. И дальше в ход идут все оттенки зеленого. Нужно полностью заполнить белый фон ветками. Самое время заменить дорогущую акварель на свою любимую, дешевую, но очень крутую детскую акварель. А все потому, что белый цвет здесь что нужно. Видите, практически закончился. Расставляю на елочке снежинки.
помещаю сверху желтую верхушку. Вот и все. 4-я открытка готова. Нарисуем 5-ю, заключительную и, наверное, самую красивую открытку. На белой основе я нарисовала 3 небольших круга с помощью карандаша. Макаю краску в зеленую кисть и рисую первый венок. Для второго венка беру другой оттенок зеленого. А третий венок будет как бы сплетен из веточек. Оставляю открытку до полного высыхания. Когда открытка высохла, займемся украшением. Для декора мне понадобятся жемчужные полубусины, а также репсовая лента. Из красной ленточки нужно сделать 3 одинаковых бантика. Но если вязать бантики вручную, вообще не факт, что они получатся одинаковыми. Может, выйдет вот такой, а может, как мой предыдущий, вот такой. Ну а чтобы получились вот такие одинаковые бантики, нам понадобится вилка. Отрезаем небольшой кусочек ленты, и начинается самое сложное. Ленту складываем пополам и оборачиваем вокруг вилки. Далее берем конец ленты, который находится сверху, и просовываем его под нижней ленточкой. Выводим его сзади и держим левой рукой. Теперь ленточку, которая осталась справа, просовываем сверху и выводим с лицевой стороны на обратную. Переворачиваем вилку и из образовавшихся концов завязываем узелок. Хорошо затягиваем и снимаем бантик с вилки. Подрезаем кончики и готово. И вот такие ровные, а главное одинаковые бантики у нас получаются. Бантики я приклеиваю на суперклей. Как по мне, это идеальный вариант. Теперь жемчужные полубусины. Они будут играть роль шариков. Наношу капельки клея на венок и с помощью пинцета переношу туда полубусины. Также поступаю и с остальными венками. И вот такая прелестная открыточка у нас получается. Вот и все. 5 открыток за 5 минут готовы. Какая вам понравилась больше? Мне последняя с веночками. Мне кажется, она получилась самая оригинальная.